Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад. Перекресток реальности. Апрель 2025 года. Ключевые события в вашей жизни, как вестники перемен, и к чему все идет. Давайте узнаем, что прояснится или какая информация откроется, с чем это будет связано, или с какой сферой жизни это наиболее проиграется, наиболее вероятно. Как меняется, по сути, ваша реальность и какие ключевые события выйдут на первый план. Конечно, останемся реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. И мы можем условно разделить апрель на две части. И если первая половина апреля до 7 числа ретро-меркурий. И ретро-меркурий иногда символизирует очень часто либо задержки, либо какую-то путаницу, сбивчивую информацию. Сам по себе информационный хаос, много фейков. Когда, какой-то не разбери, пойми, что может в нашей жизни присутствовать. Но и ретро-Венера до 13 числа, это уже заканчивается ретроградность. И вот вторая половина апреля нам может принести как раз больше ясности и по части информации, документов. Хотя первая половина еще вы можете перепроверять информацию, что-то анализировать. Где-то и сами можете что-то поставить на паузу, потому что хочется прояснить, не хочется действовать наверняка. Но уже с середины месяца больше либо понимания, либо у кого-то может быть буквально с получением нужного документа связано. Или когда на что-то откроются глаза. Я такое тоже могу допустить. Потому что перекресток реальности, это мы словно куда-то шли и доходим до пункта. Мы можем назвать этот пункт либо точка невозврата, либо новая точка отсчета. Давайте узнаем. Ключевые события, если мы с вами сказали, мы достанем 3 карты. Первое ключевое событие или тема, или сфера жизни. Второе. И третье ключевое событие апреля. И к чему все идет, что будет продолжено, или каким образом, как меняется ваша реальность. И к чему все идет третье. Достанем с вами карту совет, которую откроем в самом конце. Что же за ключевое событие номер 1? Подведение итогов. Очень добрый старший аркан, мои дорогие. Мир сам по себе. Апрель. Дай бог всем нам мира, потому что я думаю, что очень многие об этом как раз и думают. Конечно, карты я не перекладываю на какие-то общие ситуации, хотя этот старший аркан, он символизирует, как и любой старший аркан, события извне. То есть каким-то образом. Это может касаться, кстати, принятия новых законов. По сути дела, это может быть, законы, если у нас редко меняются, это может быть и подзаконный акт, когда что-то трансформируется. В конечном итоге будет больше ясности, понимания, и, может быть, уже даже начало апреля. Вы люди интуитивные, вы видите какая-то ситуация, которая касается лично вас. Вы ждали извне тоже каких-то перемен, и видите, что в этом контексте как раз и меняются обстоятельства. Вы будете видеть то, что вы могли предчувствовать ранее. По этой карте все равно мы получаем итог, причем тот итог добрый, который вас вдохновляет. По аркану мир мы можем собраться и куда-то отправиться. Поездки, переезды, для кого-то встречи с людьми издалека, может быть, из другой страны. Вы можете начать учить языки. Для кого-то работа может проигрываться как работа из любой точки мира. Вы можете осваивать по этой карте, все же мы говорим пространство, эфир, интернет. Все то, что где-то сопряжено с новыми технологиями, цифровыми технологиями или интернетом. Или язык программирования, такое тоже может быть. Но по этой карте идет именно реализация, праздник и какие-то важные решения. Очень добрая карта, и, кстати, она говорит о том, что мы можем со всеми договориться. Сама по себе дипломатия вам будет помогать разрулить любой вопрос, мои дорогие скорпионы. Поэтому даже на начало апреля есть повод для радости. И в этой колоде карт это у нас ангелы-хранители.
Не в каждой карте прорисован ангел, а здесь обратите внимание, словно ангел обхватил земной шар и прикрыл его крыльями. Поэтому вот такие добрые энергии идут по этой карте для вашего знака зодиака буквально с первых дней апреля. Давайте посмотрим, как ключевое событие. Тут, правда, что-то будет вас радовать. И вот второй ангел, смотрите, правда, на вашу жизнь, хотим мы или нет, оказывают именно влияние обстоятельства. Но 20-й старший аркан, 21 и 20 продолжаются тема между прошлым и будущим. Тут действительно преломление реальности, перекресток реальности. И по этой карте это возрождение, конечно. Ангел трубит о возрождении. Хоть и называют карта «Страшный суд», да, 20-й старший аркан, суд совсем не страшный. Карта обновления нашей жизни, и здесь про обновление именно в этой колоде карт. А еще избавление от боли, избавление от страданий. Какие-то новые возможности пытаются войти в вашу жизнь. И если, может быть, вы подвели итоги, но середина апреля, она может быть сопряжена с тем, что четкость какая-то у вас появляется. Если мы говорим, как ангел трубит о возрождении, значит получение нужной информации. И где-то самодоверие, безусловно, потому что, как я уже сказала, вы могли предчувствовать и видите, что развивается вот в нужном для вас ключе та или иная ситуация. И в середине апреля это больше доверия самому себе. И значит, это для вас открывает новые возможности. Какая-то минусовая ситуация, которая была в вашей жизни, она тоже шаг за шагом от вас отступает. Или назовите это как высшие силы вам помогают, отводят от вас то, что теперь не имеет никакого значения. Мы теперь от этого пункта только в сторону нашего прогресса идем. Ну, у каждого по-разному, конечно, это будет выражаться. У кого-то это будет как ваш личный собственный инсайт, когда вы можете что-то передумать. Но и я вижу все-таки, что это будет каким-то образом сопряжено либо с информацией, которая приходит к вам извне, может быть, и с конкретным человеком, который вам что-то либо предлагает, либо говорит. Но каким-то образом вот эта информация, которая инициирована кем-то, она так или иначе оказывает влияние и на вашу жизнь тоже. Интересно, что же за ключевое событие? Третье. По семерке Земли мы никуда не торопимся, кстати. И по этой карте это терпение, кстати, так карта и называется буквально. Добрые дела наспех не делаются. И не в каждой карте этой колоды есть ангел, а тем не менее. Здесь нас благословляет на какой-то, может быть, и труд, на какие-то новые виды заработка. Но всегда по этой карте больше проходит вынужденное, кстати, ожидание. Возможно, перезагрузка и по части получения важных документов, бумаг или какой-то вашей работы, может быть, прежде приложенных усилий. Нам ведь человек буквально ожидает, когда созреют пентакли, которые растут на дереве. Он приложил уже какой-то труд, он уже проделал какую-то работу. И словно ангел говорит о том, что терпение, у тебя все произойдет в свое время. Или карта будет говорить, что как раз добрые дела наспех не делаются. Так вот, есть еще и такой момент, я должна его озвучить. Не должно быть пустого ожидания. Поэтому, может быть, конец апреля вы будете некоторую перерокировку производить, потому что все зависит от того, что я жду или что ждете вы, мои дорогие скорпионы. Есть смысл и дальше чего-то ждать. Может быть, действительно это терпение, если мы говорим о регламенте. Существует, к примеру, для того же документа подписания или согласования какой-то определенный срок. Мы не можем это ускорить. Или есть какая-то другая прерогатива в ваших делах, которая тоже сопряжена с подобным регламентом. И нет смысла нас себя тормошить. Может быть, это касается изучения какого-то вопроса. И тогда тут тоже не все мы можем ускорить. Поэтому явно терпение вам помогает. Давайте мы раскроем, к чему же все идет. Первый старший аркан, который вам выпал, мир.
Король кубков. И в этой колоде тот человек, которому мы можем доверять. Где-то это вы сами можете быть, и вам могут доверять, мои дорогие. По этой карте это те люди, которые не боятся ответственности. Я должна сказать, что ваш знак зодиака как раз ответственности не боится. Ну, кто знает, у каждого какая-то тут будет своя задумка. Потому что неважно, кто меня сейчас смотрит, девочки, женщины или мужчины, мы по полу карту не рассматриваем, поэтому ваша как бы карта персональная проигрывается так, что вам, с одной стороны, придется где-то уравновешивать в себе эмоции и финансы. Имеется в виду отношение к финансам, конечно же. Поэтому карта говорит, ты тут не смешивай все в одну корзину. Может быть, эмоции эмоциями, или то, что касается личной жизни, любви, это как бы стоит в одном ключе, а то, что касается материализма и то, что, может быть, требует от вас важных решений, здесь чувства могут только помешать. Но, тем не менее, это могут быть какие-то приятные вести от ваших близких, от ваших родных или тех людей, которые вхожи в ваш круг, кому вы доверяете. Здесь какие-то добрые события, которые, я так вижу, касаются вашей личной жизни. Или вашей личной истории, может быть, это родственники. Может быть, это что-то связано с вашими детьми. Я для людей семейных и такое могу предположить. Возможно, к вам обращаются мои дорогие скорпионы, потому что как раз вы ответственности не боитесь. Ну и вы где-то готовы всегда прийти на помощь и выручку, по крайней мере, к тем людям, которых вы действительно любите. И в отношении которых вы знаете, что к вам проявляют именно искренние отношения. Нет какой-то фальшивой игры. Вот, может быть, вы и будете оценивать где-то свое как и ближайшее, так и подальше окружение, кому я могу доверять. Какая-то перезагрузка может начаться у вас уже с апреля. Или эта карта еще будет также говорить о том, что, знаете, хорошее настроение, когда вы, в принципе, ну, есть повод у вас для радости в апреле. Я, по крайней мере, вижу так. Или какие-то внешние события для вас откроют личные возможности, и вы будете это перекладывать на собственную жизнь, как я могу это преувеличить, ну, как информацию какую-то, или ту возможность, которая приходит, или использовать это на благо самому себе. Для вас, мои дорогие девочки, тут может просто проиграться как ваш партнер по браку, или как вы, допустим, как ваш друг, да, или какая-то личная история любви. А вполне вероятно, у кого-то может проиграться и так, что если вы с ним, со своим любимым человеком были на расстоянии, это ко всем уже теперь относится, вы можете задуматься, как встретиться или оформлять какие-то документы. Может быть, вы задумаетесь о том, чтобы совершить переезд куда-то и будете продумывать сразу и вопросы работы, и вопросы переезда, и проживания, и какую-то историю личной жизни. 21-й старший аркан, он очень емкий. К чему все идет? Но в конечном итоге это когда сбываются наши мечты, поскольку это ваша где-то карта. Но действительно в прошлое закрыть дверь. Перезагрузка. Ничего не скажешь. И 20-й старший аркан – это между прошлым и будущим, как я уже говорила. И десятка мечей, сам ангел держит песочные часы и говорит: все, окончание. Может быть, по этой карте, кстати, ангел напоминает: время идет. Есть те темы, которые ты, Скорпион, должен закрыть, чтобы в будущем они тебе о себе не напоминали. Как мы говорим, не прилетала какая-то обратка, когда мы вынуждены в попыхах оставить то дело, которым мы занимаемся, и переключиться на то, что нам возвращается из прошлого. Поэтому какой-то порядок в жизни мы должны навести, но для вас это означает свобода. Поэтому какая-то буквально свобода и освобождение, мы с вами говорили, или возрождение по 20-му аркану тоже проходит. Здесь могут быть даже, знаете, как середина апреля, такие эмоции, когда вы были словно, может быть, как заложник пережитой ситуации. Что я имею в виду? Ситуация закончилась.
а она вас все равно не отпускала. Вы думали об этом снова и снова. И пока в нашем воспоминании, в нашем сознании живет то, что, по сути дела, уже завершилось, мы заново как будто реанимируем эту мысль, и она живет, заполняет нас. А нам нужно так, чтобы мы ее отпустили. И она окончательно ушла. Она не наполняла нас заново, иначе мы не можем тогда идти вперед. Мы не можем впустить в свою жизнь или в нашу ментальность, в наше сознание, в наш разум какой-то новый вариант или новую стратегию, новое качество жизни, потому что словно место еще в прошлом занято. Поэтому подводить какие-то итоги конкретно вам даже ангел будет помогать в середине апреля. К чему все идет? Семерка Земли и что это такое? 9-й старший аркан. С одной стороны, это вы что-то сделали очень многое. И карты нам тоже об этом говорят. Скорпион, ты сделал все, что мог. Значит, есть какая-то тема, и я так вижу, вы будете обдумывать вот эту семерку, или вот эту задержку, или ожидание. Есть смысл это продолжать или нет. Либо это может быть продолжено, и это какое-то дело, которое касается лично вас. И тогда нам карта будет говорить, если как открыть себя заново, или как обнаружить какие-то свои новые таланты, возможности. Ведь аркан отшельника – это еще и ментор, или это учитель, это философ, к которому обращаются, он знает ответы на все вопросы. Поэтому я так вижу, если и есть смысл что-то продолжать, то это как ваше личное творчество. Или это то, что вы хотите воссоздать, явить миру, раскрыть свои таланты или какой-то ваш личный жизненный путь. Это ваша система приоритетов, то, что вы хотите как самореализацию создать в своей жизни, чтобы идея, мечта, назовите это так, она не канула в лето, а попробовать первые шаги. И тогда вот эти две карты будут говорить, что конец апреля – прекрасное время на что-то решиться. Но это не с места в карьер. Нет, здесь аккуратно. Здесь искусством мелких шагов. И опять же, слушая интуицию. Всегда отшельник, у нас отшельник в виде ангела. Вот как будто с одной стороны карта говорит – начало самореализации или реализации какого-то проекта. Самое время конец апреля. Но вот этот фонарь, который включается и прообразом является интуицией, и она включается в самый нужный момент, когда это необходимо. Поэтому, мои дорогие скорпионы, слушайте свою интуицию. Для вас, посмотрите, у вас 3 старших аркана. И причем такие достаточно серьезные, когда идет действительно какая-то перезагрузка, прощание где-то с прошлым, подведение итогов, и итоги эти вас радуют, как я сказала, но и следом уже что-то новое, то, что вас интересует, но то, что вы все же должны обдумать. И я так вижу, вот разобраться, чего же я жду. Либо это действительно жизнеспособный проект, либо мне пора уже выйти из одиночества, ведь все-таки аркан отшельник иногда может для кого-то из вас символизировать долгую историю, которая касается как ваш сольный вариант. И, возможно, в силу непреодолимых причин какая-то ваша личная история была завершена, закончена, но в вашей памяти еще живет человек, хотя, с другой стороны, вы понимаете, что человека вернуть я не могу. Тогда для кого-то из вас завершить вот это ожидание, вполне вероятно, завершить одиночество и, может быть, построить новую концепцию личного счастья. И для кого-то и это будет говорить. Тоже ты сделал все, что мог. И подумай, Скорпион находиться вот в этом отшельничестве еще какое-то время. Тут у каждого будет по-своему, потому что отшельник это всегда символизирует наш личный путь. Это независимость и карта, но эта независимость, она, конечно, я допускаю, что есть люди, как мы говорим, одиночки, и это не про одиночество ни разу. Это те, которые люди самодостаточные, те, которым у них очень активная жизнь, но они даже не чувствуют, что один или одна, но иногда все-таки и у них бывает
когда нет-нет, да и задумаешься, а почему бы и нет, если бы рядом со мной был искренний человек. Поэтому вот этот тонкий нюанс, мои дорогие скорпионы, обдумайте, переложите на себя. И я также могу допустить, что кто-то выберет именно свой личный путь, а кто-то, может быть, вполне продумает, а может быть, мне стоит как-то видоизменить мой круг общения, чтобы в мою жизнь пришла сама возможность прихода новых людей, новых знакомств, каких-то ярких впечатлений. И, может быть, мне нужно уже выйти из этого заточения. И для кого-то это тоже может так проигрываться. Или из каких-то грустных мыслей. Потому что, ну, наверное, вот эта карта «Отшельник», она иногда говорит, что мы могли столкнуться с предательством, мы могли столкнуться с тем, что мы просто никому не верим, мы перестали доверять, потому что много раз ошибались или много раз доверяли, а потом нас подводили. Но невозможно постоянно, если мы где-то оглядываемся назад, ведь для кого-то десятка мечей или десятка воздуха будет тоже говорить об этом, что если и была какая-то минусовая история, пусть даже касаемая личной жизни, но есть же те люди, которые как раз могут для нас составить прекрасную партию. То же самое где-то переложить и на вопросы работы. И если один коллектив никаким образом нам, ну, как-то не способствовал, или мы не нашли взаимопонимания, то есть и другие люди, опять же, это может быть другой какой-то коллектив, а для кого-то из вас может означать индивидуальную деятельность. И я такое тоже могу предположить, когда вам просто захочется работать на самого себя. Потому что именно идея ведь руководит отшельником, он идет своим путем. И для кого-то, как конец апреля, вы приступите, может быть, или первые шаги в вашем личном деле, творчестве или в бизнесе будете делать. И тогда это должно быть продолжено. Давайте откроем карту «Совет». Ну, так или иначе, вот с деньгами у вас порядок. Поэтому материализм тут действительно итог обещается, и он будет. А еще это шестерка Пентаклей или шестерка Земли в этой колоде. Это карта финансового успеха. Обратите внимание, сам ангел как будто вам предлагает Пентакли. И если для кого-то из вас сложная патовая ситуация по части финансов, то тогда в вашем окружении всегда эта карта говорит о том, что есть тот человек, который вам придет на помощь. Или выручит, субсидирует, или, ну, окажет поддержку, это точно. С другой стороны, есть и другое значение. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Почему я всегда говорю по этой карте, денег не одолжаем. Потому что либо нам их не вернут вообще, либо каким-то образом это будет надолго задержано. Но здесь больше на аккумуляцию как раз доходов, финансов, каких-то материальных благ, но никак не на растрату. Эта карта работает только в одном направлении. И вообще не время, может быть, апрель месяц, осуществлять важные покупки. Ну, конечно, каждый решает сам, но тем не менее по этой карте, кстати, тоже происходит, знаете, как возрождение какое-то или выздоровление. Сам ангел или высшие силы вам действительно, мои дорогие скорпионы, помогают решить либо сложный вопрос, или, знаете, как не случайная случайность у вас может произойти, или нужный человек вам встретится, причем такой лояльный, вполне вероятно, или нужные двери, как мы говорим, откроются. Но определенно высшие силы вам помогают. Наверное, можем мы не верить, конечно, в судьбу или наоборот даже быть фаталистами. Однако время от времени мы приходим к выводу, что, наверное, в небесной канцелярии наша траектория движений каким-то образом расписана, и буквально ангелы помогают. И, видимо, апрель месяц вы убедитесь, мои дорогие скорпионы, что есть как минимум один пункт, но я даже боюсь сказать, что у кого-то далеко не один будет, но как минимум один он точно есть, когда вы останетесь с собой более чем довольны. У вас есть действительно этот перекресток реальности между прошлым и будущим, но для вас это перезагрузка во благо с какими-то новыми
возможностями. У кого-то как и по личной жизни, а у кого-то это может проиграться через вашу занятость или через ваш бизнес. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.